Всем привет! Сегодня покажу вам настройку FTP сервера. Это ваше домашнее хранилище, на котором будут храниться записи тревожные с камер. Также будут храниться тревожные фото с камер видеонаблюдения или с видеорегистратора. На нашем примере будут камеры XMI-евские, ICC камеры. Ну и также вы сможете подключить любую вашу камеру, которая поддерживает функцию хранения на FTP сервере. Ну и какие плюсы FTP сервера? То, что вы можете с камер писать на него из домашних, которые дома. Например, камера, которая не поддерживает карту памяти. Не имеете вы дома видеорегистратора. Будет сохраняться с нее запись с IP-камеры на FTP сервере. Но огромный плюс, когда у вас камера удаленная, пускай даже она имеет карту памяти, стоит в другом городе, стоит, например, в вашем городе, но на другой улице, в гараже, на даче, подключена она к интернету, может с нее запись также сохраняться у вас на FTP сервере дома. Также и с видеорегистратора. Например, видеорегистратор, к нему подключены несколько камер, и стоит он у вас, опять же, в другом городе, на даче, на другой квартире, в гараже где-то. Подключен к интернету, вещает в интернет. И вы можете также настроить на нем FTP сервер, если он это поддерживает. И будет у вас по тревоге с камер видеорегистратора сохраняться запись на FTP сервере, на флешке, на карте памяти по папкам. Ну и первое, что нам для этого нужно, домашний роутер, который поддерживает FTP. Есть у него USB разъем, куда вы сможете подключить или флешку, или картридер, в моем случае, вот с любой картой памяти. На примере моего роутера TP-Link Archer AX73, ну не все флешки он распознал, поэтому я вот такой вариант нашел. Картридер и карты памяти. Разные карты памяти вставлял по мере накопления, менял карты. Настройка роутера очень простая, просто заходим вот в меню, зашел я в домашней сети на свой роутер. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Примерно настройки везде одинаковые. Заходим в дополнительные настройки и ищем, что связано с USB. Открываем USB. Устройство для хранения данных. Установлена уже у меня флешка или карта памяти. И определилось. Главное, чтобы это все дело определилось. Вы увидели, что определилось, дает информацию по носителю. И можно настраивать, тогда будет уже FTP. У меня все настроено. Ставите галочки. Появляется вариант настройки доступа, безопасного доступа. Логин, пароль. Админа, чтение и запись. Есть вариант второго пользователя настроить. Будет вариант, что вы ему там предоставите. Ставим галочку интернет FTP и сохраняем IP-адрес. Получается внешний IP-адрес, именно адрес нашего FTP сервера. И порт 21 ставится автоматически. Сохраняем адрес и также пароли для входа на FTP. В домашней сети можем зайти с компьютера. Заходим на мой компьютер, вставляем сохраненный адрес. И заходим на нашу карту памяти или флешку. Папка G. Открываем. И все камеры, вот даже NVR есть у меня удаленный, с которого также сохраняются ролики по дням. Открываю, например, любую дату и сколько камер. 0,4 камера, 0,5 камера. Открываю камеру и покамерно у нас есть запись видео и фото. Открываю видео, беру любой ролик и переношу его на рабочий стол. И потом уже у нас есть вариант открыть его. Запись, один вот минус, запись идет без звука. Ну и как вы настроите, поставите, так будет это все и писаться. По какому поводу. И также фото. Если извлечь флешку или карту памяти и установить в компьютер, будет обычное открывание обычного плеера без проблем. Не нужно будет переносить на рабочий стол. Как включить FTP сервер, настроить на камере. Можно удаленно это сделать с программы CMS на компьютере или же в домашней сети с веб-интерфейса камеры. Все это делается свободно. Камера в CMS добавлена уже. Заходим
конфигурация устройства, настройка системы и сетевые службы. Выбираем FTP. Вводим адрес сервера, именно сюда, тот, который мы взяли с роутера, порт, имя пользователя и пароль. Размер файла остается автоматически. И директория, название, ту, которую присвоил вам, вашей флешке, присвоил роутер. Volume 1 у меня вот получается в скобках G. И жмем ОК. Все настроено. Подтверждаем. Конфигурация успешно сохранена. Что нам дальше нужно сделать? Это зайти и настроить получение. Именно по какому поводу. Заходим в тревогу. Умные движения. И тут тот момент, когда мы включаем FTP. Ставим галочку на FTP. Здесь у нас настройки обнаружения гуманоида. И теперь по этому поводу, по обнаружению силуэта человека, мы будем писать, у нас будет сохраняться краткое видео и фото на FTP. Также все это подтверждаем, жмем ОК. Задержка 30 секунд, это имеется в виду постзапись. Тревога, и после обнаружения силуэта человека, какого размера ролик будет тревожный сохраняться. Можно изменять. Жмем ОК. Все успешно подтверждено. И теперь по движению человека можете настроить область, какую-то игнорировать, а в какой-то получать. И вы будете получать на FTP тревожные ролики и фото. Как это будет выглядеть? Зашел на FTP в домашней сети, на 10-ю камеру, забираю любой ролик и просматриваю его. Человек идет и пишется по человеку. Чисто ролик сохраняется по человеку. Предзаписи особой нету. Конечно, хотелось бы, чтобы была предзапись. Пока такой вариант отсутствует именно вот в XMI-евских камерах. Определила, и сразу моментально включается запись, и постзапись потом еще идет 30 секунд. Все зависит от территории, понятно, на которой будет стоять камера, от ее площади. Ну вот, фото есть, ловит людей, можно распознать. По силуэту человека работает и сохраняется на FTP. Установив флешку или картридер с картой памяти в компьютер, перед этим удалив его из роутера, у нас открывается немного уже по-другому. Мы можем теперь открывать ролики, не перенося файл на рабочий стол. И загружается у нас предпросмотр файла. На видеорегистраторе XMI-евском также можно все это проделывать с веб-интерфейса или с программы CMS. Также вот, как же и на камеру я вам показывал. Веб-интерфейс одинаковый у камер и у регистраторов. Но можно это сделать и вот непосредственно с монитора видеорегистратора. Главное меню, настройка, сетевые службы также. И FTP. Ничего у вас не будет прописано изначально. Заходим, 2 раза кликаем, жмем включить и вводим те же самые настройки. Внешний IP-адрес, который давался нам роутером. Порт, пользователь и пароль. Имя каталога, имя, которое вы ей присвоили. Все это сохраняем. FTP сервер у нас настроен. Далее покамерно заходим и включаем FTP и то, что нужно. Например, смарт-оповещение на первом канале. Поставил я тестовые люди, тест лица и далее установить и FTP. Ставим галочку FTP и у нас пошла запись на FTP с этой камеры. По тесту лица и по тестовым людям. Если снимаем галочку и сохраняем настройку, то не будет сохраняться с этой камеры. И так на каждую камеру, на которую вам нужно включить запись на FTP сервер. И еще раз вам напомню, это можно делать и с удаленного видеорегистратора. Видеорегистратор стоит в другом городе, в другой стране. Настроили вы FTP, включили и сохраняется у вас на FTP сервере все моменты, по которым вы настроили. И с любой камеры, на которую вы включите. Как одиночные камеры могут это делать, так и вот целая система видеонаблюдения, в частности видеорегистратор и подключенные к нему камеры.